Друзья, привет! С сегодняшнего дня я начинаю прокачку очередного элемента, который называется намотка на гимнастических ремнях. По состоянию я прокачиваюсь уже не первую неделю. Для тех, кто пропустил предыдущие выпуски, то я на даче повесил вот такие ремни на дерево. И пытаюсь восстановить номер на гимнастических ремнях, который хочу после разыграть среди подписчиков. Так, на дереве они размещены. Ну и такая нехитрая система. Ну и сегодня по планам я хочу прокачать очередной элемент, который называется намотка. По состоянию ранее я уже пробовал выполнять этот элемент, но прошло достаточно много времени, и я, получается, не тренировался в районе 5 или даже 7 лет на ремнях, и поэтому форму чуть-чуть потерял, сейчас ее восстанавливаю. И вот очередной элемент, который хочу прокачать, это намотка. Сейчас небольшая разминка, ну и смотрите, что у меня сейчас получается. Итак, что сегодня по планам и какие планы вообще на неделю по прокачке этого элемента? Ну, прежде всего, сейчас я хочу провести замеры, что у меня на данный момент получается, какая вообще форма. Ну и после этого уже какие-то строить планы. Но все же по планам я хочу за 7 дней прокачать этот элемент и... Ну, посмотрим, что из этого получится. Но по планам хочу восстановить этот элемент, чтобы он у меня получался полноценно 3 оборота вверх и 3 оборота вниз на ремнях. В общем, смотрите на первый день, какая у меня сейчас форма и что у меня получается с этим элементом. Достаточно неплохо. Единственное, при намотке ремни, когда оказываются выше локтей, то очень сильно давят руки. И поэтому буду прокачивать этот элемент. Одену сейчас олимпийки, пару штук олимпиек, чтобы не так сильно ремни давили на руки, поскольку когда 85 килограмм кувыркается и, ну, будем говорить так, падает на вот эту часть, то получается прям, ну, так очень сильно некомфортно и больно. И руки еще к этому не привыкли, и техника такая дерганая, поэтому надо все это прокачивать, нарабатывать. Ну и сейчас одеваю 2 олимпийки, чтобы увеличить площадь ремней, чтобы они не так сильно врезались в руки. Но учитывая, что моя первая попытка, то есть у меня получилось достаточно неплохо сделать один кувырок, и в принципе это очень отличный, очень хороший результат, чем я доволен. И в перспективе я думаю, что ну, не будем загадывать, что получится в перспективе. В общем, прокачиваю этот элемент. Сегодня по планам буду прокачивать 10 подходов, ну а там по одному кувырку, по одной намотке за один подход. Ну а там посмотрим, что будет получаться. В общем, одеваю сейчас олимпийки. Второй подход, смотрите. На второй подход получилось все более-менее нормально. Я доволен результатом, учитывая то, что если сравнивать с
теми вариантами, которые я пробовал изначально, когда начинал прокачиваться, то сейчас все получается достаточно неплохо для первого раза. Ну, как я и говорил, это все из-за того, что изначально я подготавливал себя, прокачивал спичаки, кресты и другие элементы, и поэтому сейчас чуть-чуть полегче и больше надо уделять внимание технике выполнения этого элемента. Но, в принципе, один кувырок получился неплохо, осталось все это прокачать, и я думаю, что не должно возникнуть трудностей, то есть сделать в одном подходе 3 кувырка, 3 намотки вверх и 3 намотки вниз, то есть закрутиться и раскрутиться. Ну, вот такие планы на неделю. Сегодняшняя тренировка, ну, будем говорить так, продуктивная, даже не продуктивная, а я доволен тем, что этот элемент у меня с первого дня стал получаться более-менее нормально. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я не думаю, что будут какие-то трудности. Ну, знаете, все может быть. В общем, продолжаю прокачку очередного элемента на протяжении 7 дней. Ну, и вот такие вот результаты в первый день. Так что обязательно, кто еще не подписан, подпишитесь и поддержите лайком. Я думаю, что у меня все получится, и уже есть какая-то база элементов, из которых получится сделать номер, ну и разыграть среди подписчиков. Напоминаю очередной раз. В общем, прокачиваюсь дальше. Увидимся завтра. Пам!